Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки. И вот так начинается мой вязовлог. Я зашла в прекрасный парк, где цветут магнолии, чтобы сделать фотосессию для ежика, которого мы с вами вяжем, вдохновленного немецкими ретро-открытками. Давайте я вам покажу пару фотографий из этой фотосессии, назовем ее так. Вот такой ежик у нас появляется. Ну что, вот он наш ежик, связанный по мотивам немецких открыток. И спасибо огромное, что вы откликнулись на мое предложение вместе выбрать ему имя. Имя выбрано. Это ежик Лео. Знакомьтесь. Ежик Лео. Для меня имя Лео больше ассоциируется с львом, но это имя набрало больше всего голосов, поэтому ежик Лео. Я очень вам благодарна. Наверное, оно ему очень подходит. Он такой серьезный. Ну и тоже мы уже с вами вяжем этого ежика. Уже на канале вышло несколько частей этого мастер-класса. Кто хочет связать вот такого милого персонажа, проходите по ссылочке и будем с вами вязать вместе вот такого ежика. Спасибо огромное всем, кто написал столько приятных комментариев по поводу этой игрушки. Меня это очень воодушевляет в создании новых персонажей. И уже есть несколько идей, о которых вы написали, и я буду над ними думать. Но пока мы с вами вяжем ежика. Вот такого ежика симпатюлю. Ну что, ежика мы с вами вяжем. Этот персонаж у нас уже готов. И да, пока я его сюда положу, поставлю, давайте вот так сделаю, чтобы его было видно. И что же я еще на этой неделе делала? Давайте я вам покажу. А что же мне это за ниточки? А дело в том, что я заказала себе ниточки микровелюр. Я заказала 9 цветов. Как пришла мне посылочка, давайте я вам вставлю и покажу. Смотрите, как это было. Класс! Как раз то, что я заказывала. Ой, только получается две почти одинаковые. А нет, разные. Это цвет так падает. Что-то я коричневых заказала. Две. Как-то интересно. Ну и вот. Попали мне эти ниточки. Но когда я заказывала, я сразу думала о том, чтобы связать овечку-балеринку. Идея появилась. В уме она у меня сформировалась. Когда я готовила видео «Вдохновляемся идеями, овечками разных мастеров», я увидела там одну овечку, балеринку. Она не вошла в это видео, она была, смешная, прикольная. Я себе думаю, и я хочу балеринку, но немножко другую. Там она толстушка, а мне хотелось вот какую-то миленькую такую связать. Я обратилась тоже к помощи. Так, лампа. И описала, что я хочу. И немножко мне помог искусственный интеллект. Он предложил вот такую овечку. Ну, принцип понятен. Легкая, в принципе, основа этой овечки. Пуанты, юбка-пачка, милое личико и небольшого роста. Это то, что мне... И из плюшки. Ну, я хотела из плюшки. Но мне хотелось также попробовать и из микровелюра. Я даже начала вязать из плюшки. Сейчас я вам покажу. Так, отставлю пока.
Вот, я начала вязать из плюшки. Ножка в пуантах. Дольче Бэби. Вот. А потом мне пришла эта ниточка. И я думаю, что было бы круто связать из плюшки Дольче Бэби и из микровелюра. И это по одной выкройке, чтобы это было такая разные игрушки. Ну и вот я начала вязать, потом получила ниточки. И какой же дальше был процесс? Давайте я вам это все покажу. Ну и так как когда игрушка создается, она у меня, видите, схема пишется, иногда я в пижаме, иногда я когда отдыхаю. Конечно, записывать особо у меня нет возможности, потому что это как раз творческий процесс. Ну, пару фотографий я вам ставила. Небольшое подключение. Немножко процесс хочу вам показать. Вот создается моя овечка-балеринка. Осталось совсем немножко. Оформить мордочку, сделать пачку, что-то похожее, и сделать ей улыбочку. Не знаю, вот связала мордочку, сейчас буду ее прикалывать, пришивать. И уже не терпится вам показать эту девочку. Мне очень хочется связать такую игрушку не из микровелюра, а из плюшки. Ну вот проба пера, это пока микровелюры. Тоже мне интересно посмотреть, какая же получится овечка, если ее просто связать из белой ниточки. Не из плюшки, не из велюрочки. Ну посмотрим. Сначала вот это мой первый опыт из микровелюра. Это я недавно купила и вот тестирую эту ниточку. Ну, интересная получается. Здесь будут глазки. Глазки еще не знаю, или 12, или 14 миллиметров. Думала 12 сделать, как у настоящей козочки, такие с вертикальными радужками. Сейчас у меня здесь с собой нету, потом вам покажу. Ну, что-то мне не нравится, как смотрится. В общем, пойду сейчас пришивать, а потом вам уже покажу, что мне из этого получилось. А пока вот только-только закончила делать ей голову, волосы. А, вот да, что еще хочу сказать. Может, я позже об этом расскажу, но моя цель была сделать цельновязанную игрушечку, чтобы ничего не пришивать. И вот единственное, что здесь пришивается, это будет мордашка. По-другому мне не хотелось никак ее вывязывать, поэтому это единственная деталь пока, которая пришивается. Все остальное мы ввязываем. Ну вот так. Интересно увидеть, какая получится? Ну, я вам покажу. А пока пошла доделывать. Ну что, вам интересно теперь увидеть, что же у меня получилось? Ну, тогда я это пока закрываю и показываю вам. И вот какая девочка появилась. Я немножко ее поверчу, покручу. Рост ее 17 сантиметров, примерно плюс-минус. И я сделала ей небольшую фотосессию в магнолиях. Мне показалось, что это очень красиво. Магнолии цветут великолепно. И эта овечка, вся она такая воздушная, красивая, прекрасная. Поснимала ее немножко в цветах и вам ее показываю. Всем привет! Такое необычное вступление видео, да? Подключилась к вам. Что же вы тут видите? Я собираюсь лепить из полимерной глины украшения. Что я буду лепить? Я буду лепить тюльпанчики. Я связала, надеюсь, и вы связали, возможно, вот такой обвес в виде тюльпанчиков. Кому интересно, может, кто-то еще не связал,
Я поставлю ссылку на мастер-класс. На канале есть полный мастер-класс. Свяжите брелок тюльпаны за 1 вечер. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Вяжется легко, просто, а на сумке выглядит, ну, очень мило по-весеннему и просто прекрасно, на мой взгляд. Не знаю, как у вас. В общем, почему вы все это видите? Здесь вы видите украшение. Это украшение я давно-давно сделала сама. Из полимерной глины собрала и натурального камня. Это, по-моему, был хрусталь, горный хрусталь. Вот. И люблю очень натуральные камни и люблю бижутерию. И люблю ее сама делать, придумывать образы. И вот это колье, она тоже была придумана к одному платью. Платья уже давно нету. Кстати, было очень любимое платье, я его тоже сама пошила в таких сиреневых тонах, поэтому здесь вы тоже видите сиреневые, черничный, да, где-то можно увидеть цвет, где-то фиолетовый. Ну, вот такие разные бусины я придумала, цветочки сделала. И получилось такое впечатляющее колье. И оно выглядело прекрасно, всегда вызывало бурю обсуждений. К этому колье я сделала небольшие вот такие гвоздики, розочки, потому что здесь тоже есть вот розочка. Вот здесь вот как бы. И из-за того, что такое акцентное само колье, нужно было сделать какие-то сережки чуть-чуть поменьше, но чтобы они шли в комплекте. Ну и сейчас я иногда ношу отдельно сережки, иногда отдельно колье, бусики, бусины, не знаю, как назвать это. Вот. И я очень люблю лепить из полимерной глины, очень люблю. И так как у меня на сумке будут тюльпаны, сейчас весна, мне захотелось слепить тюльпанов, сделать, пока уберу колье уже, вам немножко его показала, да? Хотя, может быть, вам его немножко поближе показать, я не знаю. Вот так. Не думаю, что будет прям так хорошо видно. Но вот такое колье. Оно смотрится классно. Я даже как-то, у меня были заказали похожее колье, ну как бы похожее, по мотивам. И да, я сделала, тоже было красиво, девочка носила с удовольствием. Вот. Это я убираю пока и расскажу же вам, что я буду делать. Не знаю, может я вставлю часть процесса, может нет. Мои основные инструменты в основном это зубочистки, как это ни странно, ручки и лезвие. Да, все потом я леплю. Но я еще заказала на Алиэкспресс вот такую силиконовую форму. Ее используют для изготовления украшений на торт из мастики. Но также классно и с полимерной глиной работать. Я просто уже делала некоторые украшения. Мне нравится, что здесь такая рифленая поверхность. И вместо того, чтобы делать все это, я могу все это сделать зубочисткой, но это просто проще. Сделал слепок и уже готовый лепесток. Так что, наверное, буду работать вот этой. Как это называется? Формой. Да. Вот этой. А потом, помните, я вам рассказывала, что мне пришли тоже вот такие формочки, чтобы вырезать. Ну, не знаю, это если мне еще хватит желания сделать какой-то кулон. Может быть. Я так достала на всякий случай. В общем, планы у меня огромные. Глины не так много, но что-то будет. Здесь у меня водичка, потому что прилепки нужно смачивать пальчики водичкой. Что я вам хотела еще сказать? Я вот хочу попробовать, сейчас шелестеть будет, я хочу попробовать вот такой инструмент. Я не знаю, я его купила в товарах для творчества для детей, для лепки.
немножко трещит. И здесь вот такие всякие разные штучки. Буду пробовать. Мне понравилось, что здесь вот смотрите, есть такой тоже, можно листики делать, есть такие стики, я не знаю, как это называется, наконечники с шариками. Это тоже очень хорошо, очень удобно будет вылепливать сами лепесточки. Я попробую, посмотрю, что у меня получится. Вам интересно увидеть, какие получатся у меня тюльпанчики? Хорошо, давайте я вам все покажу. Ну а сейчас я буду разминать мою глину и начинать работать. Все. Давайте увидимся позже. Пока-пока. У меня нету зеленого, поэтому буду смешивать желтый, голубой. Должен получиться зеленый. И потом работать с красным. Такая работа релаксная. Так что просто вам чуть-чуть этапов показываю. Ну, я вот уже сделала цвета, соединила. У меня, смотрите, получилось камера. Один чуть-чуть темнее, один светлее. Не знаю, может быть, я еще добавлю синенького, чтобы сделать более насыщенный зеленый. Посмотрю. Потом я сделала вот такие пока 3 цвета. Это основной у меня был красный такой темный. Потом я сделала немножко посветлее. И хочу попробовать вот такой, знаете, бывают тюльпаны такие желто-красные с разводами. Ну, если получится, посмотрим. Не хочу делать прям желтый-желтый, хочу такими разводиками попробовать сделать. Ну вот сейчас буду все лепить, и потом вам покажу. Пошла работать. Ну и вот покажу вам немножко в ускоренном виде, как все это я делала. Вы когда-нибудь лепили что-нибудь из полимерной глины? Может быть, кто-то из вас тоже делает украшения из бусин, натурального камня, а может быть, тоже из полимерной или самозатвердевающейся глины? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Вообще-то разные виды рукоделия это прекрасно. Даже классно иногда поменять рукоделие. Немножко вяжешь, немножко лепишь, немножко вышиваешь, иногда рисуешь, иногда мозаику складываешь. Это ведь так обогащает, правда? А у вас есть еще какое-то хобби помимо вязания игрушек? Жду ваших комментариев. Ну и здесь я как раз, вы видите, вылепливаю лепесточки с помощью этого молда, а потом уже из этих лепесточков я буду собирать бутончики. Хотелось мне сделать несколько украшений. И так, чтобы висели эти тюльпаны. И потом, может быть, какую-то асимметрию. И кулончик, чтобы можно было носить и отдельно или кулончик, или сережечки, а может быть еще и вместе носить как комплект. Ну, в общем, пока я лепила, задумок было много. Много всяких интересных. И вот смотрите, как раз я сейчас набираю бутончик. Это я делаю бутончик для кулона. Вот такой он получается. Объемный, красивый. Немножко помогаю себе зубочистками. И вот знаете, нельзя же сделать одинаковые бутоны. Каждый раз бутон получается особенный, какой-то совсем другой. В этом, мне кажется, и уникальность творчества, что не бывает однотипных, да, изделий. Я вот даже игрушку, когда вяжу по одному и тому же мастер-классу, одними и теми же ниточками, но почему-то вот она получается немножко другая, со своим каким-то характером, взглядом. Не знаю, как это объяснить, но вот как-то так. А точно так же и с украшениями. Вот.
Немножко обрезать надо лишнее. Вот такая красота. Ну вот я вам показываю, я закончила лепить. Должно у меня получиться 2 пары сережек и подвеска. Одна пара будет это вот эта асимметричная, а вот это вроде нет. Ну, я все соберу, потом вам покажу и расскажу, как все мне получилось. А пока все это на вот этой дощечке едет запекаться. Все, пока-пока. Только закончила делать сережечки, собрала их. Вот такие тюльпанчики. Ну, я вам потом еще позже покажу. А что же я сейчас собралась делать? А как думаете, можно что-то связать из вот таких маленьких остаточков? Ниточек. Это интересно, но я сейчас буду вязать тренд. Он очень странный, смешной, но мне хочется его попробовать связать. Видите, в вязании тоже бывают тренды. Интересно, что получится? Давайте я вам покажу. Ну и вот, и смотрите, я вам показываю, что у меня связалось из остаточков ниток. Давайте это немножко подвину и вам ближе покажу. Ну вот такая мышка. Мышка. Это мышка-брелок. На сумочку, рюкзачок. Я увидела в соцсети, что многие вязальщицы вяжут вот такую милоту. И мне тоже захотелось. Ниточек ушло, я не знаю, грамм 10. Остаточки. Это то, что можно связать из остаточков. И такая прикольная штучка получается. Давайте я вам покажу, как это выглядит на рюкзачке или на сумочке. Ну и вот так еще можно на рюкзачке носить. Вот такая она получается. Смешная и прикольная. Мягенькая. Уютная. Ну а давайте я еще покажу вам фотографии. А это на сумочке. Желтенькой. Тоже классно смотрится. Ну и еще пару фотографий на рюкзаке. Вот такой брелок связался. Смешная получается, да? Как вам такая мышка? Напишите в комментариях, вы бы связали такую? А что я еще хочу вам показать, пока мышку положу? Мне недавно подарили овечку. И смотрите какую. Смотрите, какая красивая. Ее связала девочка. Ей где-то 11-12 лет. Смотрите, какая чудесная работа. Классная такая. Петелечка петелечки. Барашечек такой. Вот, так что рукодельницы дарят рукодельницам вот такие подарочки. Это так мило обмениваться. Вот такой овечки у меня еще не было. Теперь будет. И вот, я вам же теперь покажу, что у меня получилось. Сложила в такую красивую коробочку, чтобы было все красиво. Итак, какие же тюльпанчики у меня вышли. Связала я одну подвеску, слепила я одну подвеску. Как я это делала, я вам уже показала. А теперь давайте я вам покажу ее поближе. Вот такая подвеска тюльпаны у меня появилась. Я вам покажу, потом вставлю, как она смотрится на шейке. Такой тюльпанчик. Почему мне захотелось тюльпаны? Меня очень вдохновила подвеска весенняя, весна, и мне захотелось вот такого милого украшения. Подвеска готова. К ней
или отдельно от нее вот такие сережки. Сережки-тюльпанчики. Так они смотрятся, висят. Сделала я с листиком. Ну и они такие яркие, но действительно яркие, как весна. Я уже их одевала, и мне было очень приятно и классно вот гулять в таких украшениях. Так, это одна пара, а вторую пару я сделала асимметрию. Это такие вот кольца. Ну и в чем асимметрия? В том, что один тюльпанчик идет, смотрит вверх, а другой вниз. Давайте я вам поближе покажу, как они сделаны. Так, а ну резкость наведу, навела. Вот. Так, я сделала листик и сам тюльпанчик. Они не падают, они вот на ушке вот так смотрятся. Это один тюльпанчик, а второй выглядит вот так. Ну, вот такие весенние украшения из полимерной глины у меня появились. Немножко вам показала и этого, и это мое творчество. Ну все, убираю в красивую коробочку до следующего выхода в тюльпанчиках. Ну что? Ну и покажу вам еще раз мою овечку-балеринку. Вот такая красотка связалась. Но вы мне поможете тоже выбрать ей имя? Потому что пока у меня ассоциация только овечка Долли. Но, правда, нужно же какое-то имя выбрать. А мы с вами так хорошо подбираем имена персонажам нашим из клуба уютных игрушек. Давайте назовем и эту игрушку. Пишите в комментариях, как будет звать эту девочку. Овечку-балеринку. Ну, а я с вами прощаюсь. Мне было приятно поделиться своим творчеством с вами. Если вы вяжете игрушки со мной, напишите в комментариях, какую вы сейчас создаете, а какую следующую будем с вами вязать после ежика. Мне очень приятно, когда вы рассказываете о своем творчестве, делитесь этим в комментариях. Спасибо, что ставите лайки, это очень поддерживает мой канал и мое творчество. А я желаю вам всего самого наилучшего и скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.